Итак, приступим к шоколадно-миндальному бисквиту. Это будет бисквит, он будет без муки, он будет такой нежный, воздушный, очень мягкий, сочный, ни грамма муки мы туда не добавим, но за счет этого нам придется немного его обогатить жирами и яйцами, которые будут нашу конструкцию бисквитную всю держать. Итак, что же мы делаем? Первым делом мы должны взять и взбить сливочное масло в миксере с сахарной пудрой. Взбивать мы будем его с помощью лопатки. Вообще, в идеале масло достать за час до того, как вы начнете готовить. В этом нет никакой необходимости, если вы используете вот такую машину. Но если вы это будете делать вручную, то я вам настоятельно рекомендую за час до начала готовки вытащить масло из холодильника, чтобы оно отошло. Так, а мы включаем и спокойненько начинаем все это дело перемешивать. Пока оно у нас перемешивается, мы можем разбить яйца, они нам понадобятся разбитые, не целые. Вот. А пока мы стоим и взбиваем масло. Итак, наше масло взбилось в пышную массу такую. Сейчас я вам покажу. Вот. Оно все побелело, попышнело и готово к тому, чтобы мы сюда добавили миндальную муку. Следующий у нас этап. Мы добавляем всю миндальную муку за один раз и начинаем перемешивать. Если вы не можете найти миндальную муку в магазине, можете купить просто миндаль и перемолоть его, и не заморачиваться там до маленьких крупиночек, что-то там просеивать. В этом нет никакой необходимости, и для бисквита это абсолютно не важно. Наша задача просто дать ему хоть какой-то каркас. Муки обычной у нас нет, значит у нас будет масло, яйца и миндальная мука. Все, как только мы это все дело перемешали, здесь не надо больше ничего взбивать, просто надо, чтобы масло с миндальной мукой перемешалось. Мы можем добавлять сюда яйца. Добавляем по одному, для того, чтобы масло, яйца успевали бы вмешиваться в масло, а не плавали бы там во всей этой масляно-яичной смеси. Поэтому не спешим, добавляем по одному яйцу. Подождали, что оно полностью размешалось, и добавили еще одно яйцо. Ну и последнее. Также отправляется в миксер. Все, быстренько перемешали. И теперь нам осталось сюда добавить какао. Какао мы просеиваем. Я уже просеял изначально, потому что в нем попадаются иногда мелкие плотные частички, которые в бисквите у нас не разойдутся и будут там плавать. Поэтому обязательно через ситечко все просеиваем. Все добавили. Ну и наша задача теперь просто все перемешать. На самом деле это можно сделать и в миксере, но вручную вы точно смешаете масло с какао, ну как надо, нигде не останется никаких шматков не перемешанных. Поэтому я рекомендую все-таки сделать это вручную, не так это и сложно. Все, убедились, что все перемешано. Печь у нас уже готова. Печь у нас будет на 170 градусах. И будем выкладывать. Итак, тесто на бисквит готово. Теперь нам нужно его распределить на противень и отправить запекаться. Для того, чтобы этот бисквит потом можно было с противня вообще снять, лучше предварительно положить какой-нибудь антипригарный материал. Я буду использовать силиконовый коврик, вот такой вот прекрасный. Если у вас силиконового коврика нет, то вы можете использовать пергаментную бумагу. То же самое, никаких вообще изменений ни в рецептуре, ни в технологии не будет.
Раскладка, которая у вас есть, она для одного бисквита на форму размером 40 на 60 сантиметров. 40 на 60 это размер профессионального противня, ну не противня, а профессиональной печи, да, для которой этот противень предназначен. В домашних у вас будет ровно пополам. То есть вот этой массы бисквита вам хватит на 2 листа размером 40 на 30 сантиметров. Вот мы его просто сюда вываливаем. Все, и дальше наша задача его аккуратненько разровнять. Все разровняли и отправляем в печь 170 градусов примерно на 5-7 минут, но может быть в домашней духовке и дольше, да. Здесь нужно смотреть на него, он должен стать упругий, то есть он поднимется, потом станет упругий, вы его потрогаете, я вам покажу в общем, как это должно быть. Бисквит наш готов, его пора вынимать. И определяется он, ну вот видите, он уже упругий такой. Ну вы по ощущениям тоже это поймете, что он не вата, не вата какая-то. Все, теперь мы его должны убрать, чтобы он остыл. После чего мы его обязательно должны заморозить и замороженным уже снимать с силикона или с пергамента. Ну иначе просто вы рискуете вместе с пергаментом снять половину своего бисквита. Это происходит потому, что муки в бисквите нет. Ну как вы сами увидели, да, там очень много жиров. И пока жиры не замерзнут, не охладятся, они, ну как вы сами понимаете, они жидкие и стремятся убежать. Поэтому мы обязаны заморозить бисквит и только после этого уже продолжать с ним манипуляции. Но потом, впоследствии, естественно, ну торт же будет в холодильнике стоять, он же не будет стоять при комнатной температуре. Бисквит будет держать свою форму и будет, в принципе, очень легко манипулируемым. Да, только горячий бисквит сразу же в морозилку не кладите. Ну что, наш бисквит, он замерз. Я его уже снял с силиконового ковра. И теперь мы должны подготовить его для торта. В общем, на приготовление бисквита уходит не так много времени, если бы не процесс заморозки. И ускорить здесь, к сожалению, мы не можем никак. Поэтому, как бы, вот имейте это обязательно в виду, что большую часть времени он просто будет стоять замораживаться. Но лучше как бы сделать его немножко заранее, чем в итоге не успеть в свой тайм.